Всем привет, с вами Зарема Лачинова, и сегодня у меня в гостях прекрасная Зарема Керама Мама. Я лучше предоставлю слово нашей Зареме, пусть она сама о себе расскажет и скажет нам, кто она, откуда к нам приехала, чем она занимается. Меня зовут Зарема, я занимаюсь керамикой, делаю изделия заведения города, за пределы, делала в Москву, в другие города по России. Делаю изделия из керамики и полуфарфора. Занимаюсь этим 4 года. Проработала в банке 12 лет. Поняла, что больше не могу и не хочу этим заниматься. Ушла и так нашла свое дело, попробовала. Так, конечно, никто и никогда не сможет понять, что он, допустим, оказывается, может гончарить или делать изделия ручной работы из керамики, пока не попробуешь. Вот так же я попробовала, мне очень понравилось. Увидела там много свободы и места для полета фантазии. Вот. И потихонечку влилась, пошли первые заказы. Вот на сегодняшний день, 4 года, это то дело, которым я горю. Я вижу, что это несет пользу людям, и одновременно я получаю от этого большое удовольствие. Ты знаешь, как я на тебя подписалась, спонтанно так увидела тебя, твою энергетику, меня это прямо затянуло. Я решила, все, мне надо на нее подписываться, хотя я вообще не представляла, чем ты занимаешься. Я такая подписалась, и вижу, она такая танцующая, поющая, еще что делаешь, лепющая. Все, вот что только эта девушка не умеет. Спасибо большое. Мне на самом деле Честно. очень приятно, поэтому когда ты сама написала мне и сказала, можно я тебя поснимаю, я сразу сказала да, потому что я считаю, что человек, который хочет что-то делать, и он это дело любит, а тем более он хочет видеть в кадре какого-то определенного человека, не потому что у него такой заказ там, от кого-то и так далее, а потому что это рвение души твоей, то есть тебе хочется по-своему показать этого человека. Мне кажется, это очень ценно, поэтому я сказала да. И по сей день, ты знаешь, я использую твои фотографии. Вот, у меня спрашивают, кто это делает, скидывают твои контакты, твои странички. Вот, я очень довольна. И всегда думаю о том, что я хотела бы попадать всегда в любой сфере к людям, которые любят свое дело. Я хочу, чтобы и мои дети, и я попадали, допустим, ребенок, учителю, который любит учить, чтобы мы попадали к врачам, которые любят лечить, чтобы каждый человек, который нам встречается на пути, он горел тем делом, которым он занимается. Вот в определенный момент я посчитала, что я на месте банковского сотрудника уже не могу быть тем самым проводником и помощником. И я подумала, что я занимаю чье-то место, где мог бы сидеть человек, который это дело очень любит. И мне показалось, что это нечестно занимать то место, где я не могу нести ту пользу, которую могла бы. И для меня было очень сложным решением уйти с насиженного места. И очень часто я встречаю людей, которые, зная мой путь, спрашивают у меня, как ты решилась, потому что они сами не могут решиться. Никому не скажу, вот берите и делайте, уходите. Это очень непростое решение. Иногда требует, помимо смелости, еще и поддержки со стороны родителей, если девочка не замужем, со стороны мужа замужней девочки и так далее. Поэтому любой шаг, который мы делаем в жизни, он нужно иметь в виду, что иметь какое-то плечо, либо финансовый какой-то запас денег. Вот я так ушла просто в никуда. С банка я ушла в никуда и думала, вот теперь, в 36 лет на тот момент, я буду ходить и искать, и пробовать, чего я хочу. При этом это было так страшно, потому что я нигде не работала, кроме банка. У меня образование банковского сотрудника. Искать работу в 36, когда на всех сайтах по поиску работы написано до 35, это было очень, вдруг на меня свалилась такая паника в какой-то момент. Я поняла, что здесь я не найду. Потом я постаралась выключить это все и просто пробовать, идти, как в детстве ребенок занимается тем, что он просто любит. Не потому, что ему сказали, что вот этим заниматься- это очень финансово выгодно или этим заниматься модно. Ребенок просто ползет, подползает карандашиком, начинает рисовать, пробовать. Вот так же и я. Но в керамику я пришла с подсказки моей сестры родной.
которая сказала мне, типа, вспомни, вот тебе было лет 5, ты там находила илистую такую глиняную землю за пятиэтажкой в этих лужах, и тебя мама не могла выдернуть, а ты там фигурки лепила. Мама это называла лепушки за лепушки, Зарема играет лепушки за лепушки. Это были такие глиняные фигурки, и я их сушила на подоконнике. И тогда, конечно, в 5 лет я не знала, что их нужно еще обжигать, что их можно покрасить. Я красила обычными акварельными красками. Когда добавляешь много воды, красишь фигурку, она тает, потому что глина начинает расползаться. Вот. Но это было очень... Я стала это вспоминать и думаю, действительно, я ведь тогда это делала просто потому, что мне очень нравилось. Вот я собирала отряд этих фигурок, смотрела на них, раскрашивала их. Думаю, ну пойду попробую. Вот так я пришла к мастерице Балхарке. И я пришла еще не одна, с младшим сыном. Это такое еще, я сейчас вспоминаю, это было такое, типа, ну, взрослая женщина как пойдет, типа, на мастер-класс? Ну, как будто давай с ребенком. И, короче, я прихожу с младшим сыном, и она ему показывает, как лепить ослика. Ну, и я заодно такая, ты втихую, думаю, Ему блин, помогаешь. да, типа, как круто, Потом такая, Сиат, можно я еще раз приду? Она такая, приходи. Я еще разок к ней пришла, еще что-то полепила. Потом так сложилось, что моя лучшая подруга уезжала во Владикавказ. Она поэт, Индира Зубайрова. И она мне предложила, Зарема, у меня есть такая возможность взять тебя с собой. Неделя, у нас там номер оплачиваем, все. Мы поехали во Владик. Я подумала, что это очень несерьезно ехать во Владикавказ просто с подругой на поотдыхать там. Неужели у тебя были такие рамки? Я вообще... Да, Ты у сейчас меня рассказываешь, были. и... Я думала, это очень несерьезно. И я ей говорю, Индира, это как будто так несерьезно оставить детей, поехать на неделю. Потом я говорю, давай я должна какую-то причину придумать себе, чтобы эту поездку сделать посерьезнее. И я нашла там гончарную мастерскую, записалась, и все дни, которые она ходила, значит, на поэтические свои мероприятия, а я ходила в студию керамики. Вот. И после этого я вернулась, я еще больше, то есть я как будто бы подпитала вот этот свой маленький небольшой такой огонь, еще подкинула дрова, и он стал разгораться. И я с таким вдохновением рассказывала потом подругам, что можно сделать из глины это, вы знаете, что нет границ, можно и вот это, и предметы декора, и посуду. А если с глазурью покрыть? Вот просто некоторые не покрывают глазурью, и в пищу нельзя. А если покрыть, это же можно из этого пить, есть. То есть, я такая, все. И мне интересно. Нет, а одна подруга говорит, вот Индира, она говорит, она так внимательно смотрела на меня, ничего не этот, смотрела, подговорила всех подруг. И мы как будто бы собрались вообще ради другого мероприятия. Дома у одной из подруг, у нас человек на 10-12 было, и выносится такая большая коробка, обклеенная стикерами. И мне говорят, Зарема, открывай. То есть такой огромный стол подруг. И я такая, в смысле, а при чем тут я? То есть как это, что я должна открывать? Ну, давай ты, говорит, попробуешь догадайся вот по стикерам, что там внутри. На стикерах были разные изречения. Для меня они не складывались никак в мой мозг, потому что я не понимала, для чего я эту коробку читаю, почему я иду. У меня вот параллельно вот эти мысли, и они вот так все на меня смотрят, типа, а что сейчас будет? Она догадается? Нет? Я не догадалась. Они говорят, хорошо, ладно, открывай коробку. Я открываю коробку, и там гончарный круг. То есть девочки увидели вот это мое горение такое и подарили мне этот круг. Я расплакалась, я была такая счастливая, что вот так они заметили мое такое рвение, и что я сейчас нахожусь в таком положении, что я без работы, я ищу себя, и они увидели вот этот мой небольшой такой огонек и поддержали его. Я принесла круг домой. Все, тут же я его перевернула просто на балконе ящик. Круг, он невысокий был, не напольный, а настольный. Я поставила на этот ящик. Рядом был стульчик с момента, как в квартире делали ремонт. Остался такой маленький стульчик. Его поставила, вроде по высоте подходит. Запустила круг. На тот момент у меня уже была дома глина, потому что я вручную что-то пробовала делать. И все, и поехала. Каждый день по несколько часов я сижу на балконе. Моментами я забывала уже, что пора, время, там ребенок со школы пришел. Я такая, ой, ты пришел, сейчас я сделаю что-то на обед. А я такая вся в глине. То есть это меня настолько завлекло, что это дальше, больше. И я стала просто, оставила это все на то, как это будет двигаться, просто жизни доверилась. И в мою жизнь приходит информация о том, что открывается рядышком гончарная школа. И девочка мне говорит, Зарема, я предложила тебя, я там бухгалтером работаю. То есть из старой связи со Сбера, она там бухгалтером работает, меня позвали. Я там поработала годик, потом поняла, что я хочу свое.
ушла и открыла мастерскую. Сегодня у меня 2 девочки со мной работают, Люба, Саида, и мы вместе делаем изделия, заведения, в Дагестане и за пределами. Представь себе, это заметить. Это же Да. самое важное. И таких людей очень мало на самом деле в жизни бывает. И нам где-то, вот, можно сказать, повезло с этими людьми. Очень. Я по сей день Индире говорю, я говорю, любое твое желание из керамики я выполняю прежде всего. То есть она такая говорит, Зарем, у меня к тебе заказ. Я говорю, не заказ, а просто ты говоришь, Зарем, я хочу, и все. То есть для меня вот этот момент, что она так подметила и в это вложилась, то есть и объяснила всем этим 10 девочкам, что это важно сделать сегодня, что это важно ее поддержать. И, честно говоря, я уверена в том, что она сегодня наблюдает, когда за мной, ей очень приятно, что вот этот первый кирпичик она вместе со мной поставила. То есть она мне подала этот кирпичик и поверила в то, что я это могу сделать. Сегодня, например, оглядываясь назад, конечно, для меня, даже, хотя я сама главный герой этой своей истории, это удивительно проучиться на экономическом факультете, финансы и кредит, банковское дело, проработать 12 лет в Сбере и потом стать керамистом. Я таких кейсов не знаю. Я такого не видела. Я знаю много людей, кто уходил с подобных должностей, но они плюс-минус похожие или какие-то смежные профессии выбирают. Вот. Я очень благодарна тем людям, проводникам, которые в нас верят и в нашей жизни есть. Это правда дорого стоит. Обычно может быть и так, что другие тебе постоянно говорят, там, нашептывают, да, это не твое, давай ты лучше займешься чем там, ты же давно хотела там этим стать, но ты сама не решаешься. Бывают Да, такие моменты тоже. У меня, допустим, в окружении я нашептываю кому-то, вот ты можешь и это, почему ты это терпишь? И я выгляжу, знаешь, как шайтан. да, и Ты я портишь также, молодежь. да, я когда подругам говорю, например, какой-то из подруг могу сказать, ты больше, чем это. И я вижу, что я уже вот этим своим напором иногда даже уже раздражаю их. Да. Потому что я вижу потенциал, и мне хочется стать этим первым вагоном в поезде и тянуть, и помочь. Но если человек не хочет, но это невозможно сделать. Да. Поэтому, наверное, Индира со мной тоже ничего. Я могла бы попробовать этот круг отложить. Такой же тоже вариант был. Ну да. И она тоже понимала, что такое тоже, в принципе, может быть, что человек может на первых порах зажечься, а потом погаснуть. Такой вариант был. Но она попала в точку, Да. вот, поверив в меня. И я очень благодарна тому, что это случилось. Сегодня я считаю так, когда мне кто-то извне говорит, Зарема, как интересно наблюдать, ты нашла себя. Я часто их одергиваю и говорю, что это не означает, что это на всю оставшуюся жизнь. Я всегда говорю людям, что вы больше, чем вы о себе думаете. И я сегодня себе говорю, что я больше, чем керамист. И что я керамист — это сегодня. Это может означать, что это на сегодняшний момент это то, что мне нравится, меня вдохновляет. Но мне кажется, что если мы сужаем себе границы, то мы не даем возможности жизни подкинуть нам еще какие-то интересные варианты. Это всегда наш выбор. Поэтому я сегодня не хочу ограничивать себя, и я хочу, чтобы вот так можно было загибать. Зарема, вот это, вот это, вот это. И вот ты когда вначале сказала, что чем только я не занимаюсь, это как раз-таки про это. Мне нравится быть больше, мне нравится быть шире. Это мы выбираем сосуд узкий, тоненький, маленький, или он широкий, большой, всеобъемлющий. Это мы выбираем, чем себя наполнить. Зарима, скажи, пожалуйста, как начинается твой рабочий день? С чего ты начинаешь? Я-то знаю, что ты с танца начинаешь, но лучше было бы, если бы ты сама показала и рассказала об этом. На самом деле я прихожу сюда утром, ну не рано, часов 10 к 11, потому что с утра у меня тренировки в зале бывают. Вот, прихожу, и я сразу, как захожу, я говорю колонке, что она включила музыку. И я люблю, конечно, сама танцую, потом, если сильно такая в кураж войду, я снимаю это пару там сторис закину, где я танцую. Вот, и после этого уже могу начать работать. Это те самые истории, с которыми меня зацепили и после которого я подписалась. Вообще, я подписалась на тебя после песни, где ты поешь про Хунзах, и ты его поешь настолько душевно, оно же как будто бы народное что-то, но на русском. И почему-то до тех пор, пока ты не сказал, что ты не особо знаешь аварский, я думала, что это песня на аварском. Она, оказывается, на русском была. Я несколько раз ее переслушала, но до меня не дошло, что это на русском. Это насколько нужно отключиться. Да, эта песня, мы с Индирой ездили
в Ингушетию, и мы стояли на склоне, а там вот эти башенный комплекс, Эрзи называется. Она снимала, а я просто стояла рядышком, и мне вдруг пришла в голову эта песня, и я стала ее петь. Прошло уже несколько лет, и Индира в этом году выложила это видео. Оно такое стало завирусилось, стало набирать просмотры. Я даже когда один раз посмотрела, по-моему, там 400 или 500 видео с этой озвучкой люди снимают. Это вот где я пою, а на фоне, значит, там природные звуки, дождь шел, так мама был. Я тоже сохранила на всякий случай. У меня даже видео было какое-то, я хотела наложить этот звук, но потом мне само видео не понравилось, и как-то вот. А видеоряд захотелось другой поменять. Да, под эту песню. Может, споешь нам? Белеют вершины в молчании, строгом ручей устремился к ручью. По горным дорогам, везу я машину свою. Накинул товарищ мой бурку на плечи и скачет на быстром коне. Ему просигналить спешу я при встрече, и путь уступает он мне. Вот. И я считаю, что моим детям будет не страшно делать выборы в своей жизни, когда одолевают их какие-то сомнения. Вот. Не сомневаться и идти навстречу к себе. Ну, у них есть такой вот пример. Да, я думаю, что это тоже в определенном смысле большой плюс, как пример для моих детей. Потому что сегодняшняя я оглядываюсь и черпаю силы в тех выборах, которые делали мои родители. Недавно я делала такую штуку, я написала на бумаге 5 достижений моего отца и 5 достижений моей мамы. И в этом я понимаю, что я когда пишу, даже когда я просто задумываюсь об этом, я получаю от этого много силы. Вот, наверное, это сила рода такая, да, вот. Потом я стала думать о том, что я получаю от моей бабушки, от маминой мамы, от папиной мамы, которых я помню. А что я получаю, какую силу я получаю от тех предков, прабабушек, которых я не знала, но по рассказам мамы знаю про их жизнь. И я стараюсь оттуда брать не боль, я стараюсь оттуда брать не ту космическую просто космический уровень терпения, который они проявляли. Я стараюсь брать все хорошее. И я стараюсь думать о том, что когда я сегодня выбираю не скукожиться до определенного уровня, удобного кому-то, а я выбираю себя и выбираю ту форму, которая мне свойственна, или какой-то не, как это, вот не вписаться треугольнику в квадрат или кругу там в прямоугольник, а вот я выбираю свою собственную форму, и я думаю, что где-то там они за меня очень рады. Что вот я та девочка, которая вот благодаря им продолжилась, вот, и что в своей жизни я не делаю тот выбор, который бы был бы мне в ущерб, а я делаю тот выбор, который идет мне во благо. И я думаю о себе. И я думаю, что вот такой вот этот выбор сегодня, как наглядный пример, очень сильно влияет на мою семью. И я думаю, что он влияет и на моих родителей, и на моих братьев, сестер. Когда я ушла в керамику, папа, например, человек, который по сей день, ему 75 лет, он работает на заводе, и он не понимает, как можно было уйти с такого насиженного места. Государственная работа, Стабильная. да, вот для них это стабильность. Там был больничный, там был декретный, там все было. Ты куда ушла? Лепушки играет она. Вот. Да, вот это вот, конечно, им. А я просто папе говорю, я говорю, пап, мне там было так плохо. Как и любой родитель, мой отец или моя мать, они всегда выберут, чтобы их ребенку было хорошо. И когда я маме говорю, мам, я там была несчастливая. Ты хотела бы, чтобы я дальше продолжила быть там, где я несчастлива? Она такая, нет, ну если тебе сейчас хорошо, то да. Я говорю, даже сегодня не имея какой-то стабильности, которая, по вашему мнению, стабильность, а имея возможности, для меня это возможности, расширяться, как я хочу. Вот в этом я счастлива. Можно было бы и станцевать с Мухаммадом Саидовичем, с тобой стоять. Наш оператор просто в шоке, что у нас Зарема такая многогранная личность. Я его не предупредила об этом, но она еще и ходит на актерские курсы, играет
Кого только не играет. Мусахан Я мой любимый. я пошла на курсы актерского мастерства, где-то месяц походила, мне очень понравилось. И сын младший мне говорит: "А чё там интересно, да, там, чё там?" Там чё такие вопросы у него. Я говорю: "Ну, что я буду рассказывать? Хочешь, пойдем пробное занятие, пойдешь вместе со мной?" Сейчас мы ходим вдвоем. И я как-то у него спросила, говорю: "У тебя есть такое, что тебя сковывает от того, что мама тоже ходит, и там, может быть, ты какие-то роли не можешь полноценно сыграть?" Он говорит: "Нет, мне наоборот кайф". Я говорю: "Ой, ну отлично, мне тоже кайф, тебе кайф". Так что хожу 2 раза в неделю, бывают эти актерские курсы. По субботам я хожу на хор. Мне очень нравится там какие-то упражнения дыхательные, на диафрагму. Потом, когда разбивается, музыка на голоса, по голосам поют. Мне кажется, это даже как-то успокаивает нервную систему. Очень, ну, очень, короче, кайфую я от этого. Вот. Я на самом деле говорила уже, что мне нравится много разных занятий. Я периодически их меняю. То есть одно время я ходила там а, на танцы, я ходила на типа афро-танцы такие были. Потом я ходила в бассейн. Сейчас я хожу в спортзал на силовые тренировки. Я занимаюсь йогой. А, вот хор, значит, актерский. И я не в прошлом году, уже ровно год, в ноябре был, я хожу 1 раз в неделю на английский. То есть я подумала, что вот всю жизнь думать о том, что вот английский хоть хотелось, в школе я не проходила английский, и подумала, ну вот я что могу сейчас сделать? Ну, у меня есть только такая возможность 1 раз в неделю заниматься. Ну, раз есть такая, ну, значит, буду 1 раз. Да, возможно, это очень там, маленькими шагами, но это точно не стоять на месте. Поэтому я решила пойти. Ну, девиз, у тебя такой же девиз жизненный. Главное делать и не стоять, неважно что, но главное делать и Да, двигаться. я вообще, я очень уважаю других людей и себя за действия. Говорить можно много всего, но надо смотреть, что человек делает. Вот я люблю людей за действия и себя тоже уважаю за действия. Поэтому, если мне что-то хочется, я просто ищу место, где это можно реализовать. И когда говорят, что ой, в Махачкале ничего нет, только кафе, это неправда. Потому что они не ходили и не знают. Да, здесь есть Вот. много чего. В том числе вот мастер-классы можно приходить по глине, по керамике. Можно ходить на разные вот такие кружки, на которые я хожу. Нет такого, что есть ограничения. Вот, например, мне типа 40 лет, и есть ограничение, что в 40 на актерские ха да, ну, как бы, ну, многие сказали бы, скорее всего. Ну, мне нравится, и я просто хожу. Или ходить в этом возрасте на хор. Хор, он был там в школе, господи, ты же выросла. То есть этим легко, на самом деле, можно пристыдить или что-то. Ну, я могу в ответ только поулыбаться и пойти на занятия по хору. Вначале тебе было тоже там стрёмно идти, да, с ребенком ты шла, что там кто-то... все таки у тебя тоже были какие-то ограничения, да, в голове, рамки, что вот нельзя так и нельзя сяк. Как ты это переборола в себе, во-первых? И, во-вторых, что тебе помогло прям не сдаться? Потому что я уверена, судя по себе тоже, я знаю, что там бывают такие моменты, что тебе хочется все бросить и идти в найм. На самом деле очень сложно делать первые шаги в ту сторону, куда страшно. Это как некоторые приводят такую аналогию с автомобилем. Самое сложное у автомобиля — это тронуться с места, а дальше легко он идет. Вот это тронуться с места всегда очень сложно. Я скажу так, как у меня было. Я накопила определенную сумму, чтобы мне не было так страшно идти, вот уходить с работы. И я подумала, в принципе, на полгода у меня есть. То есть это время я даю себе 2 месяца, дала себе на то, чтобы отдыхать и даже не искать работу. Я наливала в термос, маленький термос кофе и шла гулять на море. Счастливая, что у меня нет корпоративного телефона, у меня нет такой... Мне казалось, что у меня просто ошейник был, завязочка, как в банку. Вот так я это воспринимала. Если для моего отца государственная работа — это такая надежность, уверенность, то для меня это рабство. То есть как мы на что смотрим, это Мышление. очень, да, очень по-разному. Вот. И потом я уже стала пробовать, и я просто разрешила себе, Зарема, ты столько лет делала то, что тебе не нравится. Я себе говорила, я тебе разрешаю сегодня делать то, что тебе нравится. И я стала думать, а если хоть один такой человек, который ушел с работы и умер от голода, такого я еще не знаю. Значит, и я не умру.
У меня есть семья моя, которая мне не даст умереть. В конце концов, ну, блин, ну это же можно, это же вот это все такие страхи, они, их можно легко, как шарик, иголкой лопнуть. Если не оставить их в голове вот так копошиться, а если их, например, вынести на бумагу, чего я боюсь? Я боюсь, что у меня не будет еды. Это правда? Нет, лопну. Я боюсь, что у меня там что-то правда нет, лопну. Все они все лопаются. То есть эти все страхи, они часто мозг просто тебя, как сказать, защищает, бережет настолько, какой-то животный такой инстинкт. Но если ты переводишь все на уровень размышления разум, не просто на уровень инстинкта, а в разум, чего я конкретно боюсь, то на самом деле там очень мало чего остается такого, что, чего стоит бояться. Вот. А насчет этого занятия, которым я стала заниматься, да, у меня были вначале ограничения. Я думала, как это, кому-то даже сказать, 36 лет, двое детей, и пошла лепушки лепить. Вначале не было заказов. Вообще не было. Просто я помню, как 4 года назад, вот в это время, в декабре, я сделала подарки своей семье. Это были первые стаканчики из белой массы, белой глины, покрытые глазурью. Вот, и они получились. И я повезла маме, папе, сестре, брату. Я всем отвезла эти стаканчики и говорила, вот, типа, ну вот чем я занимаюсь. Ну, папа такой, типа, «Мгм». Я говорю, пап, ну ты просто попей чай. Как бы ты же любишь чай, попей, ну посмотри. Я говорю, если там что-то будет не так в процессе, ты мне скажи. Там. Ну, мне было так интересно. Особенно мне было интересно, когда они открывают их, вот эту упаковку открывают, и такие, это ты что ли сделала царем? Мама, Мама такая, эмоциуха. Вот. А потом еще был такой момент, когда мама, уже увидев, что мне это все так нравится, она была у нас в селе, в Чародинском районе, и она раньше, когда мама была маленькая, она рассказывала, что дома не было пола, и они в определенном месте брали глину и ею вот так промазывали пол, чтобы он был такой вот гладенький. И она говорит, каждые там сколько-то дней нужно было брать глину и промазывать с мокрой тряпочкой, промазать этот пол. И она говорит, я это вспомнила, где это место было, это с глиной. Пошла, откопала и привезла мне килограмма 2 глины. Я это хотела сказать, мама откопала и принесла. Да, она привезла эту глину, я ее отмочила. Там, конечно, были какие-то коренья, кусочки камушков и так далее. Это все я отмочила, процедила и высушила, и сделала такую консистенцию, которую мне нужно. И сделала для мамы, папы, брата, сестры и для себя я сделала 5 чародинских кружек из нашей глины. И вот и по сей день мама, я когда приезжаю, смотрю, мама из нее пьет кофе. Вот, и я думаю, это так круто. Я про себя думаю, блин, это ж так круто. Вот в нашем селе никто не гончарил. То есть у нас нет такого ремесла. И для чего использовали глину, это только вот так вот, для обихода домашнего, там, строительства, может быть, и все. И тут я попробовала, обожгла, и я знаю, какой оттенок у глины с моего села. Ну вот мне приятно. Мне приятно, когда я вижу, что мама пьет из нашей глины кофе. Мне нравится. Вот. И я, короче, сейчас я каждым разом, каждым днем стараюсь найти плюсы, которые я получила. Есть минусы. Есть минусы нестабильности. Нет заказов, нет денег. Есть это все. Но я сегодня никогда бы не променяла то, что я имею, на ту жизнь, которую я жила. Э, Эту свободу. Да, свобода для меня прям очень сильно важна. Я недавно у родителей спрашивала, я не очень хорошо знаю наш язык, только благодаря бабушке и дедушке знала. Э, Она аварка. Закатала, Карата, Чарада. Да, у нас диалекты же одинаковые, похожие получаются. И у нас самая основная тема, которую обсуждают мои... Язык, да? Да, это язык, родной язык. Итак, что ты знаешь, что ты можешь сказать на вашем? Я что хотела сказать по поводу аварского. Я до 17 лет моих каждый год я ездила к бабушке. И вот благодаря бабушке, которая совсем не знала русский, дедушка несколько слов знал, и я научилась этому языку. Уже прошло много лет, и сегодня я плохо что помню. И мне так захотелось узнать слово «свобода» на аварском. Как звучит? И я пишу родителям группу. Я говорю, мам, пап, свобода, как там на вас мое слово? Нету такого слова. Они такие, ой, там что-то, это вот это нет, а может это нет, вроде тоже нет. Потом они сошлись на том, что это слово эркенхли. Эркенхли — свобода. И я думаю,
как долго вы думали над этим словом? Я говорю, я так сильно хотела узнать это слово, типа для меня настолько это важно, что я хочу знать на моем языке это слово. И в свободе очень много силы. В рамках ты делаешь то, что тебе дозволено. В свободе ты делаешь то, что ты хочешь. А еще я заметила, что если человек делает прям от души, с душой, это по-любому откликается у других людей. Они тоже понимают, что здесь есть душа, и она ценится больше, чем если бы, допустим, человек хорошо разбирался, но при этом он рассказывает об этом не с душой. Он может быть профессионалом, он может разобраться, вот, не знаю, до Да, технически мельчайших деталей. может, да. А при этом у него не лежит к этому душа. Просто он занят, потому что ему много платят, и у него нет другого выхода, он должен этим заниматься, он боится куда-то идти, заниматься тем, что любит. Например, обычно люди считают то, что они любят, это безделье. Я, кстати, заметила. И считают, что это, ну, раз они это умеют, мы сами себя начинаем обесценивать. Почему-то как будто они думают, что то, что приносит удовольствие, это, ну так, это же Да. просто для удовольствия. Это вещь для удовольствия, не для денег. Не позволяют себе. Да, не позволяют себе, да. У меня же девочка рисует. Это такое безделье, да, на самом деле. Она хочет стать художник Айгиши. Они сказали, художник Айгиши. Я говорю, как же? Вы представьте, люди не понимают ценность. Например, они любят все вот эту красоту. В целом, люди, которые так мыслят, если их сюда привести, они будут восхищаться красотой вот этой картинки, да, которая за нашей там, спиной. Кстати, я должна вам сказать, что мы находимся по адресу Абубакарова 12Б в ресторане Фаиз. И в этом ресторане тоже Зарема успела оставить свои следы. Еще захотела вот что сказать, Зарема, когда мои дети были помладше, еще оба были школьниками, мы разговаривали с ними о том, какую профессию, например, выбрать. Да, если вот мы сегодня говорим о том, что выбирают девочки, там, кем быть и так далее, мальчики. Я им говорила, если я буду с пеной у рта говорить вам, что я хочу, чтобы ты стал кем-то, тем-то, я говорю, а вы, каждый из вас, будете думать, а я хочу вот это, не слушайте меня. Я вот так им сказала. Я говорю, я не знаю, как у меня мозг повернется. Делайте, как вы считаете, даже если это окажется неправильно. У меня инструкция на тот случай, если я умру, я мужу даже говорю, вот так-то, вот этого ребенка больше не женись. Он не так знает, что не надо. Вдруг, если я вам что-то вот так скажу, это не про вас. Вы не обращайте на это внимания. Я просто могу разозлиться. В этот момент я могу хотеть вас задеть каким-то образом. Вообще не слушайте. Почему-то у всех в голове свобода ассоциируется именно вот с этими плохими действиями. Но важно же учить. Это значит, вы так понимаете свободу. Если бы у вас была свобода, вы бы так сделали, значит. Да, это про них. Я поняла по жизни, что если что-то делает ребенок и он ошибся, это учит большему, чем когда не ошибся. Например, я это могу как бы сравнить с каким-то видом спорта, например, как соревнование, и ты там проиграл. Допустим, в спарринге каком-то, ты проиграл. Ты потом столько раз это видео будешь пересматривать и учиться на той ошибке, которую ты допустил, там вовремя там, не прогнулся, вовремя где-то не схватил и так далее. Это учит больше, чем победа. Ребенок, который один раз попробовал, что оказывается сковородка, которая стоит на огне, что она горячая, он же все, это вот плохо. Да, это ошибка, он ошибся, он ткнул, ты ему говорила, нет, нельзя, там, иси и так далее, да? Он тронул, вот он получил свой опыт. Если мы везде подстелим соломку, там, где трактор с сеном свалится на него, он ничего не сможет сделать. Поэтому нужно разрешить, наверное, им допускать ошибки, да. Но при этом всегда сказать, если что, я всегда рядом. Может, ты нам покажешь мастер-класс такой мини, как ты это все делаешь, и немножко расскажешь? С удовольствием. Давай. Вот тебе дают этот комочек глины, мы сейчас делаем стаканчик из него. Угу. Ты сначала проверь ножками газ тормоза. Нужно с усилием этот комочек сюда прибить. Теперь своими такими ровными ручками. Вот так делаешь, поворачиваешь. Так делаешь, поворачиваешь. Ой, подожди. Там не крутишь. Всё, Остальное. всё. Ну и пока убери. Ага. Вот так просто раз и поверну. Этот комочек прибивается к диску круга. С меня плохой ученик, если что. Все. Теперь мочишь руки. Смотри. Так, еще чуть-чуть подоткрою. Теперь наша задача
еще немножечко увеличить стакан, это будет стакан, ширину стакана, ты еще чуть-чуть подоткрываешь. Вот, видишь, вот так, еще чуть-чуть тянешь на себя. Мгм. Еще немножко подоткрой. Ой, Правда. когда ты делаешь, это очень... Рука должна быть всегда прижата. Сверху сними, да, вот там Стакан готов. Что здесь дырка? Ты уже открыла, видишь, сразу. А нужно было центровать, вверх-вниз поднимать, опускать. Помнишь, мы 2-3 раза Ага. подняли, опустили, потом сделали дырку. А. Ты сразу сделала дырку. Скажи, что там с дырочкой у нас. Вазочка получилась. Ну, А давай. зачем это 2 раза туда-сюда нужно делать? Глина ловит серединку, центр. М. Центруется глина. И переминается, она становится одинаковой влажности по всем сторонам. Ага. Вот видишь, когда мы ее не отцентровали, теперь я хотела показать тебе. Видишь, как стаканчик кривой? Танцует, видишь он? Да. Это то, что мы вниз-вверх не поопускали. Сразу сделали отверстие. Так бывает. И вот когда мы его тянем наверх, руки, пальчики друг напротив друга по стеночке и наверх ползем. Но при том, что она не отцентрована, одна сторона выше, другая ниже. И сам по себе стакан танцует. Потому что глина не была отцентрована. Сейчас я возьму другой кусочек, мы Я отцентрую. теперь поняла, как сделали стакан, который у меня дома танцует и ровно на блюдце не стоят. И сделали такие же мастера, как и я. Вот так можно открывать изделие. Видишь, оно Ага. открывается. Вот. И так оно не отцентровано, оно складывается. Сейчас мы его снимем отсюда. Я тебе дам другой комочек, только ты сразу отверстие не делай. Целью приглашения тебя, Зарема, было, знаешь, показать людям, что люди, о которых мы не знаем, могут внести свой вклад в этот мир, что они могут делать мир намного краше, чем те люди, о которых знают все. Мир делают лучше те люди, о которых никто никогда не слышал. Этот диван кто сделал для нас? Сидим мы на нем, мы получаем пользу, нам удобно сидеть, при этом никто не знает, кто это сделал. Мы же не задумываемся о таких вещах, да? И я хочу, чтобы наши зрители видели, что в каждом из нас есть такая-то уникальная сторона, о которых мы сами порой даже не знаем, не говоря уже о других людях. Если мы сами себя не знаем, конечно, другие тоже не будут знать. И наша задача, вот моя задача сейчас, как приглашать именно таких обычных людей, которые не являются обычными на самом деле, которые делают этот мир лучше. И вы задумайтесь о себе тоже. Вы тоже такой же уникальный человек. Вы тоже умеете что-то делать такое, что не умеет никто другой. У каждого из нас заложено определенное зернышко, для чего мы сюда пришли. И очень важно любому человеку, любому тому, кто сейчас смотрит это видео, задуматься над тем, а что я могу сделать, что во мне такое есть. Очень важно не игнорировать это. Сегодня, когда я беру, например, заказ и вижу по фотографиям заведение, которое собирается открыться, концепция какая, миссию, которую человек, открывающий заведение, хочет привнести в массы и так далее. Я пытаюсь со своей стороны подстроиться под это и стать такой вот, как ты говоришь, шестеренкой, частью этого всего процесса, и тоже со своей точки зрения, со своей стороны, как я могу привнести что-то новое. Может быть, эта вещь будет просто красивая и приятна глазу, как, например, какой-то элемент декора. Это все важно не обесценивать. И если вам что-то очень сильно нравится, и вы задаетесь таким вопросом, а может быть, это никому и не нужно, да что, и опять закапываете, то наоборот, наша задача раскопать это в себе. Обязательно раскопать и наоборот эту штуку вот так нести вперед. Вот у меня есть вот такое, я могу вот так. И это про то, что мы все можем что-то 100%, и мы все точно умеем делать что-то полезное другому человеку. Это может быть слово, это может быть дело. Поэтому я думаю, что это 100%, да. Я бы хотела переместиться в зал нашего ресторана, показать вам работы нашей Заремы. Да, хотелось бы познакомить наших зрителей с своими работами, чтобы понимали, что вот то, о чем мы даже не задумываемся, это дело рук таких людей, о которых мы и не знали. А вот это сделано из полуфарфоровой массы. Нужна была такая максимально белая масса, чтобы на ее фоне вот эти вот обрамления вот эти, голубые были более ярко видны. Вот. И каждая вот эта штучка вручную вылеплена, высушена, покрыта глазурью, краской. Вот. И потом я налепила это все на керамическую основу. Здесь внутри керамическая основа, обожгла
Получилось такое интересное обрамление в зеркало. Я, знаешь, когда увидела зеркало, я такая сразу: "Зеркало красиво", но я не понимаю, зачем я так сделала. Высоко, да? Я не могу предоставить. Он говорит: "Это для декорации". Я говорю: Не "Спасибо". чтоб смотреться, да? А я говорю: "А мне же хочется именно в это зеркало смотреть". Я не достаю. Вот. Ну, какая-то, Как видимо, это? своя задумка, вот так повыше повесить. Да, спасибо. Вот. Чуть-чуть можно скорость добавить. Если кто-то скажет, что это Добавишь? безделье там или просто, как там называют, забава, Да. я прибью. Некоторые, знаешь, как говорят, подделки. Зарем, ты там подделки делаешь. Никакой это не подделки. Это знаешь, сколько... Девочки. Смотри, ты вот берешь, ты заходишь вовнутрь, Мгм. вот, и опускаешься вниз, а потом тянешь этот пальчик на себя. При Мгм. этом рука должна быть прижата сюда к краю. Попробуй. Мгм. Так, все. Медленно опускаешь. Отпускаешь руку. Медленно. Вау, это я сделала. Чашечка. Почти. Да. Почти. Да, собираем водичку внутри. Теперь ты берешь и этими руками этот край приподнимаешь. У тебя начинает стаканчик расти в высоту. Мгм. До сих пор он был в ширину, теперь начинает становиться в высоту. Высокий. Вот. Попробуй вот с этой стороны. Сдавливаешь, с самого низу подбираешь, Мгм. сдавливаешь и медленно ползешь наверх. Медленно. Все движения медленно. Схватила, понесла. Медленно. Медленно опустила. Медленно схватила, понесла. Ну, она такая широкая у меня уже стала. О, боже Это мой. широкая становится, значит, ты рука, которая внутри, давит сильнее, чем рука, которая снаружи. А. Ой, она опять кривится. А это пусть будет мое авторское дело Да, такое, мы так да. это называем. Я я так чувствую. Да. Ну, получается, первый раз всегда кривое изделие, и второй, и третий, и 10-й раз может быть. Конечно, если, например, я буду больше вмешиваться и сделаю вместо тебя, но нам же это не нужно. Нам нужно было, чтобы ты максимально Да. ощутила, что это такое. Ну, как тебе? Ой, мне нравится. Я захотела даже прийти. Просто, знаешь, не ради изделия, а просто вот даже пожмякать прийти. Вот, да. Хочу. Очень многие ходят, потому что как антистресс. Да-да-да. Глинотерапия. Я сделала красивую форму. Ой-ой-ой. Если ты считаешь, что это все мы заканчиваем, то ты Ага, просто можешь выключить круг, помыть руки, и мы его посушим. ага. Мы его можем сохранить. Ой. Давай я еще поиграю, посмотрю, Поиграй. какую форму можно сделать. Поигралась. Понятно, почему у тебя такая медленная, спокойная речь. Все, мы Облажать. полепили. Короче, все керамисты могут быть спокойны, я у них хлеба не отберу, а вот фотографы держитесь. Я иду, да? Я иду, да. Я попробовала себя в керамике, и я поняла, что я не создана для этого. Для этого созданы такие люди, как Зарема. Но при этом мне очень понравилось прям пожмякать, вот ощущение глины в руках. И теперь мне кажется, что нашим зрителям тоже будет интересно узнать, могут ли к тебе приходить на обучение для тех, кому интересно, или для таких людей, как я, которые просто хотят снять стресс и позаниматься чуть ли для себя. Даже если ничего не лепить, просто вот прийти и ощутить себя. Да, расслабиться. Гончарный круг очень сильно расслабляет, замедляет. Ты максимально сосредотачиваешься на том, чем ты занимаешься именно в этот момент, отключаешь все то, что происходит где-то. И даже если изделие не получается, у людей все равно остается чувство удовлетворения. Потому что, типа, я такое попробовала, мои руки делали такое, что раньше не делала, там что-то новое такое. Я провожу индивидуальные мастер-классы, и в январе я собираюсь запускать обучение, гончарный курс, где можно будет собрать 3 человека, которые полностью обучаются и проходят обучение от обычного, там, простого код изделия, стакана, доходят до чайника.
Чайник это уже составное изделие сборное. Там носик отдельно, крышка, ручка, и мы все это подбираем по размеру. И вот это такой, как бы скажем, базовый уровень обучения гончарному мастерству. Если у кого-то есть желание, то можно прийти. Это 8-9 уроков. 9 урок это глазуровка. Обычно при любом обычном другом мастер-классе глазуровка не входит в мастер-класс, потому что это процесс, который делает сам мастер. Здесь же в рамках такого курса полноценного можно будет все этапы попробовать, даже вплоть до того, что я разрешу запустить печь. Загрузить печь, запустить печь, красить красками, потом глазуровать изделия и достать свои красивые изделия, которыми можно будет пользоваться дома. А сколько по времени занимает сделать, допустим, вот такой набор, да, скажем так, у тебя Вот хинкали? да, вот хинкали делали. Мы, значит, вот такое изделие от начала его до конца занимает 2,5 недели, чтобы вот оно дошло до окончательного своего такого вида. Это вот такие салфетницы, здесь будут салфетки стоять, здесь соломка и перечница. Специально сделали вот такую присыпку, чтобы было видно, что это для перца. Это вот новый заказ, который мы, наверное, завтра уже будем отдавать в печке, как раз изделия, которые догариваются. Ну, в целом 2-3 недели, да, как 2-3 минимум? недели это минимум, да. Так как у нас в данном заказе там очень много позиций изделий, то есть это не один такой набор, а их много наборов, то у нас это заняло 5 недель. 5 недель, потому что этапы, когда ты делаешь изделие, в сушке бывает, что какое-то изделие может треснуть или испортиться, в обжиге бывает, что трескается один обжиг, потом глазуровка, потом второй обжиг. Каждый раз для керамиста это вообще выдержка такая должна быть и терпение, что ты можешь все этапы пройти, и когда пройдут 3 недели, ты открываешь печь, последний твой обжиг, и у тебя изделие может там оказаться треснутое, либо не Ой, получилось, или нет. скол какой-то, да. И ты начинаешь все сначала. И у тебя дедлайн, да? И я так, да. И я такая, пожалуйста, вы же понимали, это ручная работа, вы же знали, куда вы идете, так как бы, да, мы, мы вообще на берегу сразу договариваемся, что есть момент брака, потому что ручная работа, вы покупаете не на фабрике, заводе, а у мастера, который вручную каждое изделие делает, и, соответственно, есть такой риск, что изделие на каком-то из этапов может просто не выжить. Но это зависит и от качества глины тоже, мне кажется, нет? Разве они не Я, отличаются? да, кстати, да. Я вот беру глину, в зависимости от того, какое изделие, помимо того, что она отличается по цвету, вот здесь вы видите вот такая глина, совсем белая, да, чуть Мгм. такая уже бежевая. Это немецкая глина, это российская глина, это полуфарфор, поэтому он светлый. Это глина немецкая, она такая чуть темная. Здесь есть шамот. Шамот это такие мелкие крупинки, однажды обожженные и измельченные глины, которые добавляют в глину. Такое изделие лучше терпит обжиги и высокие стенки. Например, здесь есть стенка, чтобы вот такую глину использовать с шамотом, чтобы такую стеночку, например, не повело, чтобы она не согнулась. Бывает такое, что в обжиге стенки такие, как спички, которые горят и так обнимаются, да, с Понятно. печенки. То есть они такие могут скривиться, то чтобы этого не было. А вот эта глина, она французская глина. Здесь разные изделия. Есть изделия, которые мы специально окрашиваем, например, вот эти тарелочки, это тарелочки для украшений, когда девочки приходят на маникюр, снимают себе кольца и оставляют Ага. здесь, а пока там занимаются своими процедурами. Здесь вручную выкрашено. То есть я беру белую глину, добавляю пигмент, здесь полностью выкрасила, а здесь кусочками вставила и вот на пруге выкрутила. То есть это могут быть совершенно разные материалы, но я не экономлю на материалах и стараюсь покупать проверенных поставщиков глину. Она приходит в вакуумированных таких пакетах, разрезаешь ее на кусочки и уже готовая можно работать. А ты, допустим, вот здесь одинакового размера должны быть даже изделия. Ты их взвешиваешь или сразу вот берешь на глаз? Я беру глину, например, я взвесила глину 350 грамм на весах. Ага. И уже знаю, что на это изделие мне примерно нужно 350 грамм. Но как ты видела, пока ты Ага. работаешь, бывает, что заканчивается уже она. Вот. Поэтому вот здесь, например, видишь, соломка чуть-чуть меньше, чем Да. перечница. То есть вот это допустимо, потому что это ручная работа, и ты не можешь взять один в один. Например, здесь чуть-чуть приплюснутая вот здесь пузико, а здесь чуть-чуть надутая. Вот Мгм. поэтому ручные изделия вообще славятся тем, что одно на другое не похоже. Если ты берешь, например, домой 6 керамических кружек, у тебя по-любому будет какая-то одна кружка, вот это мне больше всего нравится, у нее там какая-то штучка там на ручке или там какая-то форма. То есть они все равно чуть-чуть отличаются друг от дружки. Я просто покупала тоже турку и 2 кружки. Там одна кружка была большая, я еще возмущалась. Я говорю, даже они не одинаковые. Я их так любила. И, ну, они у нас разбились, кстати. Турка разбилась.
Только на газу или просто? Я ее разбила. А. Ну, вообще, надо сказать, что изделия из керамики, они так же легко бьются, как любые другие изделия, Мгм. фарфор и так далее. Это не металлическая посуда, поэтому некоторые заказчики ждут, что типа, а если, ну, вообще когда заказывают, у них часто бывает бой посуды, Мгм. поэтому, конечно, их тема это волнует. Ну, опять-таки, я им говорю, конечно, вы можете ей пользоваться как обычно, и даже вплоть до посудомойки, но в использовании, если вы ее роняете об кафель, то, конечно, она Ну разобьется. Это да. такая вещь. Всё. Вот, что ищете? Значит, здесь вот набор, это был свадебный салон, наборы делали мы. А эта тарелка вообще сейчас в работе, это в хасавюрту едет тарелочка. Она еще даже не обожженная, это сухая. Она высохла, здесь сушится у меня. А у меня глина была, она была коричневого цвета, то есть на ней не было глазури и так далее. Да. То есть все покрывают глазурью или? Да, практически все изделия покрыты глазурью, потому что в пищу нельзя употреблять изделия, которые не покрыты глазурью, ну, использовать. Потому что если вы наливаете разные напитки, то эти поры впитывают в себя. Например, ты взяла кружку, в ней внутри нет глазури. Ты выпила сегодня кефир, а завтра выпила кофе. И будет кофе со вкусом кефира, чуть-чуть с этим, с кислинкой такой. Потому что поры впитывают. А я всегда вот внутри, у меня всегда бывает глазурь снаружи, внутри, чтобы можно было легко помыть. Если ты уже берешь такое изделие, то лучше всего его использовать и пить оттуда только один напиток. Мгм. Потому что поры впитывают в себя запах, вот, чтобы они не чтобы этого не было. Либо покупать изделия с глазурью. Ну, есть определенный кайф, конечно, в изделиях без глазури. Они такие Да, у них чуть-чуть. запах еще такой. Да, И это вкус, свой. да, вообще другой Да, чувствуется. да. Может, я Поэтому думала, это самовнушение. нет, 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 это такое есть. И даже, например, кувшины часто кто берет там балхарские кувшины, еще какие-то, они бывают специальные кувшины, в котором хранят воду. И люди, кто пьет, говорят, что там определенно очень вкусный Мгм. вкус у этой воды, Да, другой да. совсем. Я заметила, у меня у бабушки тоже много было глиняных этих изделий. Раньше же они этим только пользовались. И я чувствовала, что вкус там вообще другой, нежели... Говорят же они, что глина дышит, типа глина Ага, живая. да-да. Люди, которые занимаются керамикой много лет и которые особенно передают это мастерство испокон веков, они очень, можно сказать, просто обожествляют этот материал, глину, что для них она живая. А еще они же не обжигали, получается. Как они держались, интересно, столько? Они обжигали в дровяных печах. Ага. Там, конечно, невозможно было отрегулировать градусы, как у нас сейчас есть печка, где Мгм. видно на табло, сколько градусов в печи. Там просто обжигали примерно там сутки-двое, держали эту температуру. Бывали люди, которые не спали и подбрасывали постоянно туда дрова и так далее, то они поддерживали эту температуру. Кизяк кидают, дрова кидают. В Балхаре по сей день есть такая печь в селе, я знаю. Все хотела поехать посмотреть. Меня заберешь. Меня заберешь. Ну что ж, спасибо тебе большое. Мне было очень приятно. Мне тоже было очень приятно. Вот, мы не станцевали, она очень красиво еще танцует, но это для следующего нашего Магомед стоит против. Да, наш оператор против, чтобы мы танцевали, поэтому сегодня без танцев. Да, спасибо большое. Магомед Саид, спасибо тебе тоже большое. Зарема, спасибо. Мгм. Мне было очень приятно. Ну так сверху, да, надо было? Надо было вот так. Одна рука сверху, другая снизу. Вот. Ой, да. Я научилась сегодня правильно обниматься. Да, обнимайте своих друзей так. Одна рука снизу, я поддерживаю тебя, Мгм. а другая рука сверху, я на тебя рассчитываю. Мгм. Вот. И постукивать нельзя. Не-не. Так можно, да? Вообще лучше ничего делать, просто А, прижать вот так, и все. И когда только человек делает такой посыл отпустить, ты тоже Мгм. отпускаешь, а значит, человек напитался. а прикинь, обе ждут, пока другой отпустит. Ну, долго будет стоять. Тоже неплохо, напитается.